самый главный вопрос – это вопрос образования и воспитания детей. Методика Монтессори, она была дана через Марию Монтессори, которая проживала в Италии. Она также изучала учение вознесенных владык, которое было дано через американских посланников. И она была очень хорошим человеком и обрела свою внутреннюю связь с Матерью Марией. И Мать Мария дала ей вот эту замечательную методику, которая сейчас всем известна как методика Марии Монтессори. Дело в том, что когда владыки не помещают свое спонсорство, не оказывают покровительство чему-то, то со временем это все вырождается в мертвое. То же самое, как мы знаем, мертвый ритуал, мертвые религии. То есть то же самое, уходит Иисус, и религия становится мертвой. То есть там нет живого слова в этой религии. И то же самое методика Марии Монтессори, когда нет человека, который держит фокус здесь на земле для этой методики, чтобы дать свет детям, которые учатся по этой методике, тогда она тоже вырождается в один из способов зарабатывать деньги. Поэтому владыкам нужно только, чтобы здесь на земле были люди, которые являются чистым сосудом, в который они могут влить божественную энергию. Вы можете пройти обучение в этой школе, который учит преподавателей, и открыть свой детский садик, приобрести материалы Монтессори и обучать детей. Но это будет живое слово, потому что оно будет идти через человека, который очень искренний и который служит владыкам. Основное, то, что давала Мария Монтессори детям, она позволяла каждому ребенку установить вот эту внутреннюю связь, которая до 3 лет уже с ними, вернее, еще с ними. То есть вот эта внутренняя связь с их высшим «я» или с Богом. Да? И вот, когда они работают с этими материалами, они фактически вот вступают вот в это взаимодействие со своим высшим «я». То есть, и если этот навык закрепляется, то до конца жизни они получают вот эту внутреннюю связь. Соответственно, Бог ими руководит всю жизнь. Вот в чем основа этой методики. Но так как у нас сейчас преподают, оно, наверное, не совсем соответствует этой методике. Потому что Мария Монтессори, она творила чудеса. Она брала детей, от которых отказывались родители, которые были больные или у них были отклонения какие-то психические, умственные. И эти дети, они за 2-3 года перегоняли своих сверстников из благополучных семей. Только благодаря вот этой методике. Их высшее «я», вот Бог, их восстанавливал полностью. Во время вот этой работы с материалами или игры. Это гениальная методика. Но, как все в этом мире, у нас она немножко... Да. Образование должно носить самый разносторонний общегуманитарный характер. Пытливый детский ум, свободный от догм, религиозных догм и налета безысходности, присущего уже сформировавшемуся поколению, способен впитывать, как губка, знания и понимание, имеющиеся в распоряжении человечества. Человек, получивший полноценное образование и, главное, получивший представление о божественном законе, будет служить основой, фундаментом, на котором мы сможем возвести здание будущего, здание новой эпохи, приходящей на смену старой. Особое внимание нужно уделить образованию в области религии. Никогда не следует утверждать в сознании ребенка основы любой религии, которая уже существует на Земле. Но нужно дать знания и понимание об основах
веры. Божественное чувство изначально присуще любому ребенку, приходящему в этот мир, особенно для тех душ, которые принадлежат к новой, шестой коренной расе и которые уже начали свое воплощение на земле. И это божественное чувство, вера в божественный закон и в божественную справедливость должны получить свободное развитие в сознании ребенка, не подвергаясь воздействию никаких церковных догм. Открытое сознание ребенка очень быстро способно за всеми существующими верами и религиями найти общую суть, общий исток. Каждый ребенок, получивший полноценное образование, способен будет оказать влияние и участвовать в формировании жизненных ориентиров для тысяч и миллионов граждан страны, независимо от сферы деятельности, в которой он выберет прикладывать свои силы. Забота об образовании детей является той задачей, которая по своей значимости и важности не может сравниться ни с какой другой.